Привет, друзья! Сегодня поговорим про скрип тормозов, ведь для многих это целая беда. Ну а прежде чем мы приступим, я хотел бы показать вам идеальный автомобильный компрессор. Компрессор автомобильный компании AVS, модель KS900. При минимальных размерах у него очень хорошая производительность, 90 литров в минуту. И это при условии, что он работает от 12 вольт. Провод питания 3 метра, а универсальный удлинитель 5 метров с креплением быстросъем. Ну а мы вернемся к наболевшему. Давайте рассмотрим основные причины скрипа тормозов. Сточились тормозные колодки и металл трет об металл. Соответственно, проблема решается заменой тормозных колодок на новые. Следующая причина – это дешевые тормозные колодки, в основу которых входит более 50% металла. Скрипеть они будут постоянно, а еще к тому же они быстро съедят тормозной диск. Тут, как говорится, экономия выйдет боком, и проблема решается путем замены тормозных колодок на новые. Еще на дешевых колодках часто отсутствует пластина антискрип. Решаем проблему путем перестановки пластины антискрип со старых тормозных колодок на новые. Если старые тормозные колодки уже успели к этому времени выкинуть, проблему можно решить путем смазки задней стороны тормозной колодки смазкой антискрип. Туда вот такие вот смазки. Тут опять, как говорится, скупой платит дважды. А еще скрип тормозных колодок бывает из-за грязи на суппорте. Да-да, именно грязи. Ведь все вы знаете принцип работы тормозной системы. Цилиндр, выходя, сдавливает две колодки к тормозному диску. Тем самым происходит торможение. А в момент отпускания педали тормоза цилиндр немного отходит назад вместе с колодками. Колодки также отодвигаются немножко в сторону. И вот та самая грязь, про которую я вам сейчас говорю, она не дает тормозным колодкам отойти от тормозного диска. Тем самым они немного касаются тормозного диска, создавая скрип. Тут выход простой. Снимаем тормозные колодки и чистим от грязи детали вокруг. И после этого смазываем посадочное место колодок. Как правило, тормозные колодки двигаются по пластинам. Вот их в первую очередь и нужно очистить от грязи. Для того, чтобы понять, почему у нас все-таки скрипят тормоза, давайте разберем и посмотрим, из чего они вообще состоят. А для этого необходимо разобрать тормозной суппорт и снять тормозные колодки. Итак, друзья, я буду разбирать тормозной суппорт на примере автомобиля Lada Vesta. Принцип одинаков практически для всех автомобилей, так что вы по аналогии делаете на своем автомобиле. Берем два ключа на 16 и на 13. Зажимаем ключом на 16 направляющий палец суппорта, а ключом на 13 откручиваем. Открутили болт направляющего суппорта. И следующим шагом ослабляем второй болт направляющего суппорта. Итак, друзья, после того, как открутили один болт, второй ослабили, суппорт просто поворачиваем в сторону. И все, он нам не мешает. После того, как отпустили тормозной суппорт, снимаем колодки. И когда снимаем, видно, что они снимаются не очень легко. То есть они не тяжело, но они держатся на месте. Вот такие вот тормозные колодки. И видно, что по бокам выступают направляющие. Вот именно по этим направляющим колодка и ходит. Вот именно по этим направляющим колодка и ходит в тормозном суппорте. И тем самым она не вылетает и не выпадает. Но если вы обратите внимание,
то посадочное место тормозной колодки все в грязи. То есть там и нагар, и ржавчина, и грязь, и песок, и чего только там нет. Вот смотрите, снял эту направляющую пластинку тормозной колодки. Одна, там еще одна есть. И вы обратите внимание, как много грязи. И, соответственно, вот по этим местам двигается колодка. Когда налипает здесь грязь, закоксовывается, колодка тем самым не двигается. И в момент того, когда вы отпускаете тормоза, колодка от тормозного диска не отходит. Колодка от тормозного диска не отходит, и, соответственно, она и начинает скрипеть, потому что она касается все равно тормозного диска. И идет этот металлический скрип. Вот так вот сняли верхнюю и нижнюю, и надо будет ее очистить наждачкой, отверткой, неважно. И это надо очистить от грязи и нагара. После того, как почистите вот эти пластины направляющие колодок, они вот такие вот из нержавеющей стали обычно, и блестят. Соответственно, вся грязь с них ушла, и посмотрите, сколько грязи вот на этих двух пластинах было. Вот эта самая грязь и не дает колодкам двигаться, и тем самым препятствует движению тормозной колодки в момент того, как вы отпускаете тормозную педаль. И поэтому колодки начинают скрипеть на машине. Обычно эта грязь увеличивается весной и осенью от того, что вокруг мокро, влага, металл ржавеет, и тем самым грязи прибавляется еще больше. И колодки в этот момент начинают скрипеть еще больше. Ну а после того, как очистили весь тормозной суппорт от грязи и нагара, мы ставим пластины на место. Ставим на место, предварительно смазав посадочное место колодки, тормозной колодки. Если вы обратите внимание, то колодка по направляющей пластине вот так двигается. Для того, чтобы она двигалась легче, мы ее можем смазать. Можем смазать вот такой вот термостойкой смазкой, которая не боится нагрева. Она специально для тормозов, для направляющих суппорта. Можем ей, а можем взять обычную медную смазку, с помощью которой смазывается ступица, чтобы она не ржавела, не закоксовывалась и дольше нам служила. То есть видно, что я смазал медной смазкой. Медная смазка также не боится нагрева. Защищает металл от грязи и тем самым будет помогать нашей тормозной колодке свободнее перемещаться по суппорту. Смазываем одну, смазываем другую. И то же самое с другой стороны обязательно. Лучше такую процедуру делать каждый раз, как меняете колеса. Той же медной смазкой смазываем и тормозную ступицу. Вот таким вот образом смазываем тормозную ступицу переднюю, смазываем направляющие тормозных колодок, по которым двигаются эти пластины, вот эти места, с одной и с другой стороны. И собираем колесо в обратной последовательности. Вот так выглядит задний тормозной барабан после зимы. Ну а вообще, когда меняете колеса, то лучше его смазывать медной смазкой. А так выглядит тормозной барабан после обработки его медной смазкой. На видео прекрасно видно, сколько грязи на пластинах и на самом суппорте. Поэтому я рекомендую после сезона при смене колес чистить от грязи тормозной суппорт и проверять его работу. Также не забываем о направляющих суппорта, которые закрыты пыльником. Они должны двигаться свободно. Смазываются они примерно вот так. Конечно, есть и другие причины скрипа тормозов, но я рассказал о наиболее распространенных. Если у вас есть чем дополнить, пишите в комментарии под видео. Ну а у меня все. Жмем лайк, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока.